И снова здравствуйте. Я рад, что вы на моем канале, потому что мало ли что, может быть, сегодня у нас бы и не было возможности вот даже встретиться, но все еще есть. Я уже делал выпуск про фейки, про информационные атаки, про кризис, про биржи, про то, как сохранить или не потерять деньги. Я сделал очень много разных выпусков. Сегодня будет один из самых коротких выпусков на моем канале. Сегодня я хочу поговорить о мире. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Сейчас больше нет информации, есть только мнение, много разных мнений. От радикальных, призывающих к убийству, до депрессивных, призывающих к тому, что надо забиться в ракушку и сидеть там и не высовываться. Есть разные мнения, информации больше нет. Поэтому в зависимости от того, к какому мнению вы собираетесь присоединиться, такую информацию вы и собираете. Путин реализует то, о чем предупреждал нас, по крайней мере, последние 15 лет. Мы его игнорировали, и он, наконец, перешел к делу. Мы объявляем о введении новых санкций, ограничении экспорта в Россию. Это серьезно скажется на российской экономике. В критической ситуации людям свойственно найти тех, чье мнение совпадает с твоим. Вот если у этих людей совпадает мнение с моим, вот я с ними тусуюсь, и я чувствую себя в безопасности. Смотри, сколько людей, у которых мнение такое же, как у меня. Вот. При этом я вообще не читаю другие мнения, мне наплевать. Это встроенная психологическая защита в человека, иначе он разрушается. Очень много сейчас мнений эмоциональных и очень радикальных. Взвешенных мнений практически нет. Очень горячие мнения, призывающие к чему угодно, к смертоносному и разрушительному. И тогда то, что говорит, например, президент Казахстана Токаев о том, что нужно обязательно переговоры и так далее, даже это начинает восприниматься в штыки, потому что все требуют: нет, ты скажи конкретно, ты за кого? За белых, за красных, ты за кого? Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. А я настоятельно поясняю вам, что таких мнений сейчас должно быть больше. Мнений, призывающих к тому, что важно войти в согласительный процесс, в разговоры, в переговоры и так далее. Это важнее сейчас, чем любое другое присоединение к какому-то радикальному мнению. Это важно. Сколько раз это говорить? Про врагов. Люди ищут поддержку, но вместе с тем они ищут и врагов. Ты со мной не согласен, ты мой враг. Доходит до того, что отец говорит сыну: таких, как ты, надо расстреливать. Ну что это такое? Мы куда идем? Семьи разваливаются. Мы переносим войну внутрь себя, нас разрывает изнутри. Если вы чувствуете, что вам хочется кого-то прибить, придушить, покарать, заколоть, закопать, это значит, что вы присоединились сейчас к какому-то хреновому источнику. Отключите этот источник! Нормальный, здоровый человек смерти своим близким желать не может, смерти другим людям желать не может. Опомнитесь, опомнитесь, остановите эти высказывания. И я предвижу, сейчас много диванных аналитиков спросят меня: а ты-то, Рыбаков, с кем? Ты за кого? За кого конкретно? Вот как Токаеву задают сейчас такие вопросы, так и Рыбакову задают и так далее. Я вам так скажу, мы находимся уже в такой точке сейчас, что это уже не важно. Это абсолютно не важно. Важно только одно: вот чего ты хочешь, то и получишь. Хочешь войну — получишь войну. Хочешь мира — будет мир. Хочешь быть богатым и здоровым — будет так. Хочешь убивать людей, то вокруг все погрузится во мрак смертоубийства, и тебя в результате тоже убьют. Запомни об этом. Вот чего ты хочешь, то ищешь, то и случится. Я Игорь Рыбаков, и я хочу мира. Я хочу мира на Донбассе, я хочу мира в Украине, я хочу мира во всем мире, я хочу мира в каждой нашей семье. Я хочу мира. И к чему я вас каждого призываю? Убрать ненависть из своей жизни. Сейчас очень многим людям нужна помощь.
И, в общем-то, мы спасемся только одним способом. Помогая других людям, мы помогаем себе, нам, обществу спастись. Поэтому кого-то избили на улице, помогите ему, защитите его. Помогите каждому, кто нуждается. Сейчас общество взаимной поддержки и сотрудничества — это единственное, что у нас осталось, чтобы мы окончательно не разрушили то, что у нас пока еще все же есть. Еще раз, помогайте друг другу, уберите ненависть. Нам нужен мир, и мы его можем сделать только своими руками и вместе. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду.